Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику. Поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Девишеша Шиндавани Пуштатте Шатарine He Guru Jnanadani Navadho Spadapradha Tattvamani Sindhu Vrindavanasina Hitavatara Prasida Radha Pranaya Prachara Nama Shrishtam Manumapi Sachiputra Swarupa Rupam Tasyada Jamara Parimatari Krishnamati Radha Kundam Girivaram Mahoradikamadavasam Raptayasya Patikaya Shri Guru Tam Tosmi Tvam Gopika Vishraveshtani Ampitesi Sevakari Guru Vijapadi Panham Dasyam Pradaya Gurumam Vijakana Nishi Radhan Visedu Manisya Sukhi Sukha Radha Sammaka Sangsaktin Sati Sangari Vasanim Tamaham Satatam Vande Madhavashraya Vande Nantadvitashvayam Shri Chaitanya Mahaprabhum Nichopi Yadvasadat Bhakti Shastra Pavatakam Nityananda Mahamuni Sarvananda Karapparam Harinama Karappevam Krishnaya Vasudevaya Devaki Nanda Gopa Kumara Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Taptakanshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhari Sita Devi Paramahani Vancha Bhakta Musta Kaplasi Atita Ampari I was speaking to a Nepali Brahmin friend of mine, and he told me, I don't need a guru. Я разговаривал со своим другом, непальским брахманом, и он мне заявил, что мне не нужен гуру. He said, Krishna is my guru. Он сказал, Кришна мой гуру. He tells me everything I need to know is right here, Bhagavad Gita. Krishna is speaking to me directly, I don't need Кришна уже все сказал в Бхагавад-гите непосредственно, поэтому мне не нужен гуру, я могу просто читать Бхагавад-гиту. So I said, my dear friend, his name is Narantara. I said, my dear friend Narantara, what does your guru say? Krishna is your guru, what does your guru say in 4th chapter of Bhagavad Gita? И я обратился к нему, этого брахмана звали Нирантара, я сказал, Нирантара, ну вот, если ты следуешь за словами Кришны, то вот он в 4 главе Гиты говорит, что нужно принять гуру. Your guru says right here, surrender to my representative. Твой гуру говорит тут недвусмысленно, что прими прибежище у моего представителя. This is a process of understanding God. Таков процесс познания Бога. Not directly. То есть мы непосредственно к Богу не обращаемся. We approach God through God's representative. А мы обращаемся к Нему через Его представителя. So we say, Om Jnanati Vinandasya Jnananjana Shamakaya. We're born in ignorance. Are we born self-realized? We know everything? А мы произносим эту молитву Om Jnanati Vinandasya, то
мудрость, она говорит о том, что мы родились в невежестве, в слепоте. We're born ignorant. We don't even know how to feed ourselves, how to cleanse our own body. Everything we learn from mother, who's first guru. То есть мы всему учимся у своей матери, мы в самом начале не знаем даже, как в туалет сходить, как помыться. So to understand God, this is His process. The key verse, one of the key verses of all Bhagavad Gita. И вот этот стих является ключевым в процессе познания Господа, ключевым стихом Гиты. And three things are mentioned here. А тут упомянуты три момента. The first thing, pranipat. Первое это пранипат. Pranipat means prakrishna rupena nipat, to fully surrender to lotus feet of spiritual master. Пранипат означает полностью предаться стопам духовного учителя. Now we don't challenge that. Who are you? What do you know? We have to have a submissive attitude. То есть мы без вызова к нему обращаемся, не так, что ты кто вообще такой, что ты знаешь, мы смиренно принимаем его вышестоящее положение и предаемся ему. Therefore we recite Guru Pranam, we recite this prayer, Om Jnanatim, I'm born in darkness and ignorance, Jnananjana Shalakaya. Shalakaya means a stick Ayurveda uses to administer medicine to your eye. То есть в самом начале пранава мантры, когда мы начинаем возносить духовному учителю, то мы произносим это стих Om Jnanatim Randasya, и там скрутится слово Шалакая, оно означает юридическое средство, которое наносится на глаза. Anjana means a type of medicine. То есть анджана это разновидность лекарства. So Jnananjana means this medicine of knowledge, of understanding what is this world. And he's forced to open our eyes with a stick. He's up to see this, see what is this world, see who are you. То есть гьянанджана означает вот это лекарство в виде знания, и духовный учитель, он открывает нам глаза, по сути, насильно вот этой палочкой лекарственной, показывая нам, что же из себя представляет на самом деле мир. So I say, Tasmai Shri Guru, to you, I offer my obedience, I bow down before you. И этот стих заканчивается тем, что поэтому, дорогой духовный учитель, я приношу вам свои смиренные поклоны. Because only a fortunate person wants to know this tadvidi, what is the truth. Только удачливая личность на самом деле захочет постичь истину, какая она есть. And not only what is the truth, but who is the absolute truth, who is God. И познать не только, что такое истина, но и кто, в ком представлена эта истина, в какой личности представлена эта истина. So to understand that, we have to approach that person who is a knower of the truth, who is described here, Tattvadarshi, who is a seer of the truth. Поэтому для того, чтобы постичь эту истину, мы должны обратиться к тому, кто узрел эту истину, к Таттвадарши. Not just seer of the truth as an analogy, but someone who sees the truth, Krishna eye to eye and face to face seer of God. И тот, кто увидел Бога, то есть это не как аналогия какая, буквально тот, кто действительно с глазу на глаз видел Кришну. Srila Prabhupada was being interviewed by a reporter in the airport. In the airport, the reporter asked Prabhupada, "Do you see God?" Однажды в аэропорту у Шрилы Прабхупады брали интервью, и журналисты спросили, а вы видели Бога? Prabhupada said, "Yes." Шрила Прабхупада ответил, да. So the devotee that was with him thought that was just too much for the reporter, so he was trying to explain it like, well, he sees God in everything, he sees God in the sun, he sees God here. Prabhupada said, "No, I see him." И преданные, которые были со Шрилой Прабхупадой, они подумали, что это будет слишком объяснять всю эту систему, науку журналистам, что Господь проявляется в солнце, там, тут. Но Шрила Прабхупада сказал, нет, на самом деле я вижу Кришну. So the reporter asked, "So what is he doing?" И журналист спросил, и что он делает, Кришна? Prabhupada closed his eyes. He is sitting. Шрила Прабхупада закрыл свои глаза и ответил, он сидит. So people take this as a very extraordinary thing to see God. То есть мы что-то выдающееся принимаем способность видеть Бога. The majority of creation sees God. Only the foolish souls, the covered souls, the ignorant souls cannot see God. То есть подавляющее большинство живых существ, оно видит Бога, лишь малая часть, покрытая невежеством, не видит. Like the sun is traveling throughout the universe.
Солнцу, оно движется по всей Вселенной. Ashtaksharesha savitasya kalabrahanam rajas samasta suramurtire chaitateja yasyagaya brahmati samvita kala chakro govindamadi purusham chakra. Kala chakra is moving to, it's not stationary, the sun is moving to the universe. То есть Солнце называется кала-чакра, она движется постоянно по Вселенной. But when we look up the sky, where is the sun? Но вот если мы посмотрим на небо, то где же Солнце? We say the sun is covered. I cannot see the sun. То есть Солнце в данный момент скрыто, мы не можем его видеть. Is the sun actually covered? Но покрыто ли оно на самом деле? No, our vision is covered. Нет, это проблема нашего зрения, наше зрение покрыто. The sun is shining very brightly on the other side of the clouds, but our vision is covered. А Солнце светит очень ярко по другую сторону облаков, но из-за облаков мы не видим, наше зрение таким образом покрыто. So most souls, not only are they seeing Krishna, they're dancing with him, they're playing with him, they're eating with him, even they're wrestling with him. И таким образом подавляющее большинство живых существ, они не только видят Кришну, но они танцуют с ним, они развлекаются с ним, они даже борются с ним. Sridham challenges Krishna. You think you're a big man, so you think you're strong? I'm stronger than you. Шридама бросает вызов Кришне, говорит, что ты думаешь, что ты такой сильный, выдающийся, я сейчас тебе задам. Come on, you and me. And they wrestle, and Sridham pins him to the ground. И Шридам говорит, давай, все, будем бороться, и они начинают потасовку, и Шридам его укладывает на землю. And they play games, and Krishna's team loses, and he's carrying Sridham. He's holding Sridham by his feet. He's carrying Sridham on his shoulders. И они разделяются на группы, играют в игры, в итоге группа Кришны проигрывает, и в качестве наказания, в качестве, в общем, он носит в итоге Шридама на своих плечах и держит его за стопы Кришны. When the cowherd boys and Krishna sit down to eat, a big feast, big huge feast. Когда Кришна с пастушками садятся покушать, то их ждет обычно огромный пир. All delicious foods packed by their mothers. Различные невероятные приготовления, блюда, которые приготовили их мамы. And Krishna sits in the center of all the gopas. И Кришна садится в самом центре всех гопов. And everyone sits around him. Все окружают его. Now, in this world, if we sit like this, someone will see the back, someone will see the front. И если таким образом мы вот в материальном мире сядем, то кто-то в итоге окажется позади, а кто-то ближе к центру. But in Goloka, everyone sees Krishna face to face. Но на Галоке все видят Кришну лицом к лицу. And there's so much intimacy that the gopas are snatching food from Krishna's plate. И их отношения настолько близки, что гопы, они хватают еду с тарелки Кришны. Even from his own hand, he's ready to do his sweet, and the cowherd boy take and put it in his own mouth. Даже из его руки, которая уже несет еду в рот, из руки Кришны, они выхватывают и And Krishna is eating off the plate of his friends also. He is also eating off the cowherd boy's plate. И Кришна также ест с тарелок своих друзей гопов. This is the intimacy of Goloka. Таковы близкие отношения Галоки. The gopis are chastising Krishna. Гопи отчитывают Кришну. Because there's a whole other discussion. And Mother Yashoda is chasing him with a stick. А матушка Яшода гоняется за ним с палкой. So if we're to describe to the ordinary man on the street that God was bad and his mother chastised him and was chasing him with a stick and God was crying. Вот если мы какому-то обычному человеку на улице расскажем это, что Господь, он убегает от своей мамы, она гонится за ним с хворостиной, он в итоге, увидев все это, плачет. They say, what, are you mad? You going crazy? В ответ мы, скорее всего, услышим, да вы просто сумасшедшие, что вы такое говорите. Well, God's sitting up on a throne, he's sending people to hell, and he's sending people to heaven. He's just like a scorekeeper. Господь, он сидит на троне, и он посылает людей в ад. Таков Бог. So the masses of people have a relationship with Krishna. Only the foolish people have come to this material world, and their vision is covered, just like the sun is covered by the clouds. То
То есть подавляющее большинство живых существ, у них проявлено явно отношение с Кришной, и лишь немногие глупцы отправляются в материальный мир и не видят его. So the question is how to remove the covering. И вопрос возникает, а как вот это покрытие убрать? To also become Tattvadarshi, seer of the truth, to become seer of the truth, you have to approach a person who is seer of the truth. Каким образом стать Таттвадарши? Для этого нужно также обратиться к тому, кто уже является узревшим истину Таттвадарши и подобиться ему. So the first principle is Pranipāt. Thank you. Is Pranipāt, to surrender. Итак, первый принцип это пранипат, предание. Second principle, Pariprashna. Pariprashna means asking relevant questions. Второй принцип это парипрашна, задавать уместные вопросы. Not blind surrender. Не слепое предание. Because if you don't have questions to ask your guru, what is the point of having guru? Потому что если у вас нет вопросов к своему гуру, то какой смысл в нем? If you have no questioning nature, how will you learn anything? Если в вашей природе нет склонности задавать вопросы, то как вы будете обучаться? So pariprashna is mentioned, not regular prashna, regular question. Pariprashna is relevant question to understand the goal of life. И говорится парипрашна, не просто прашна, не какие-то обычные вопросы, а вопросы, которые связаны с постижением абсолютной истины. To question submissively, I don't understand, you please explain this to me. И вопросы должны задаваться в смиренном состоянии духа. Если мы что-то не понимаем, то попросить, чтобы, пожалуйста, просите. So how does that relate to us as followers of Srila Prabhupada, members of ISKCON? И как это связано с нами, как с последователями Шрилы Прабхупады, членами ИСККОН? That every day we should read Srila Prabhupada's books. Каждый день мы должны читать книги Шрилы Прабхупады. As much as possible. Настолько много, насколько это Prabhupada said, I didn't write these books for selling. Шрила Прабхупада сказал, что я не писал эти книги просто для продажи. So we should read them also. Мы также должны их читать. We should know what they say, otherwise how we can represent our parampara if we're not in knowledge of what we're trying to present. Иначе как мы сможем представлять парампуру, если мы не знаем, что изложено в этих книгах? So every day we should read Prabhupada's books. Поэтому каждый день мы должны читать книги Шрилы Прабхупады. And when we open these books and read them, we're as good as sitting in the room with Srila Prabhupada and hearing from him directly. И когда мы открываем эти книги, то это равноценно тому, как если бы мы сидели в одной комнате с Шрилой Прабхупадой и слушали его. Because Srila Prabhupada didn't write his books with pen and paper. He didn't write with pen and paper. То есть, потому что Шрила Прабхупада, он не просто написал эти книги, как бы, ручкой на листе бумаги. He spoke into dictaphone. Он надиктовал их на диктофон. So we sing every morning, Guru Mukha Padma Vakya Chetete Goriya Aikya. This is Guru Mukha Padma Vakya, the Vakya, the words that came from his mouth. Каждое утро мы поем Гуру Мукха Падма Вакья Читати Гори Айкья. И вот это как раз Гуру Падма Вакья. So when you read Prabhupada's purports, you're as good as sitting in the room directly from and hearing directly from him. Поэтому чтение книг Шрилы Прабхупады равноценно тому, как если бы вы сидели в комнате и слушали непосредственно Шрилу Прабхупаду. So Prabhupada would sometimes become disturbed if he could see devotees, some simple question comes up and devotees don't know the answer. And you're not reading my books, I gave so much effort and you're not reading. И поэтому зачастую Шрила Прабхупада, он беспокоился, видя, как преданные были не способны ответить на какие-то простые вопросы. Он говорил, что это означает, что вы не читаете мои книги и не знаете философию, соответственно. Because our whole process of Krishna Bhakti is based on hearing. Потому что весь процесс Кришна Бхакти основан на слушании. And Srimad Bhagavatam read the verse, Shantatam Shradaya Nityam Garatascha Tracheshnitam Kalena Nati Dirgena Bhagavan Nishite Gradi. If we hear Bhagavatam especially regularly and with enthusiasm and determination, something very wonderful happens. Есть стих о том, что если мы слушаем регулярно и с энтузиазмом Шримад Бхагаватам, то в итоге произойдет что-то необычайное, невероятное. Next verse says, Pravishtakarna Randrena Swanam Bhava Saruruham Dunoti Shamalam Krishna Salilasya Yatashara. That Pravishtakarna means through our ear, when that sound of Bhagavatam
from that knowledge goes in our ear, Lord takes his seat within our own heart, manifests in a particular loving relationship. В следующий стих говорит о том, что когда Бхагаватам заходит к нам через уши, то Господь садит в нашем сердце семя, которое потом прорастает в виде любви к Богу. And what happens then? Dunoti Shamalam Krishna, that all the inauspicious things in our heart, lust, greed, anger, envy, malice, all nasty things that live in our heart are cleansed just like water comes and cleanses everything. И подобно тому, как вода очищает все, так и это слушание, оно очищает наше сердце от всех нежелательных вещей, от вожделения, от зависти, от жадности, от гнева и так далее. And what is the proof of that? Next verse says, Dotatma Purusha Krishna Padamulam Namunchite Mukta Sarva-дрик Panta Swashananam Yata. Dotatma, when we become cleansed, Dotatma is a cleansed soul, an enlightened soul. Purusha Krishna by his association with Krishna. И by hearing. И дальше говорится о том, что каково доказательство всего этого? Доказательство такое, что в присутствии Кришны, слушая, мы вступаем непосредственно в контакт с Кришной, слушая Бхагаватам, поэтому мы полностью очищаемся, потому что в присутствии Кришны не может быть ничего чистого. Mukta Sarva-дрик becomes all inauspicious things. All the klesh means sufferings, we become liberated from these sufferings. И таким образом мы избавляемся от всех клеш, от всего того, что приносит нам страдания. Padamulam Namunchit, you'll never give up. In any circumstance, you'll never give up Krishna consciousness. И также говорится, что ни при каких обстоятельствах никогда не следует отказываться от сознания Кришны. How does it feel like Panta Swashananam Yata, like a traveler? After a long journey of suffering and struggle, he comes home. И как себя ощущает человек, который слушает? Он ощущает себя как путник, который долгое время не был дома, и наконец-то после тяжелого переезда пути он возвращается домой, и я дома, наконец-то. This is all the result of hearing. И это просто результат одного лишь слушания. Yasyambhai Shriyamanayam Krishna Paramapurushay Mukta Sarva-дрик. No, this Shriyamanayam Krishna Param. I'm mixing two verses. Anyways, it says similar thing. Bhakti Upadhyate Pumsa Shoka Moha Bhayabha. By hearing, bhakti comes a bhakti Upadhyate Pumsa. That bhakti rises in our heart just by hearing. И также в другом стихе говорится, что просто посредством слушания бхакти просыпается в нашем сердце, и все неблагоприятное устраняется. Shoka Moha Bhayabha. Shoka means lamentation, moha, illusion, and fear. Apaha are extinguished simply by hearing about Krishna. Шока, моха, бхая-бага, говорится, что как это что, lamentation, как по-русски? Lamentation по-русски как? Скорбь, иллюзия и страх, они также посредством слушания устраняются из нашего сердца. So this is all in the category of pariprashna, to inquire, to learn, to hear the answers to the real questions of life. Таков результат вот этой категории парипрашна, то есть слушание, когда мы задаем вопросы и слушаем ответы. In the material world, mostly people, their only questions are where can I find food, where can I find shelter, where can I find family life, where can I find material happiness. Как правило, в материальном мире люди задают вопросы лишь в отношении того, как мне найти пищу, как мне найти средства к процветанию, как мне сделать так, чтобы моя семья была счастливой, как мне сделать так, чтобы я был успешен. Nobody's asking, who am I? Why am I here? Who is God? What is the purpose of life? Никто не задается вопросами, кто я такой, почему я тут, какова цель жизни, кто такой Бог. So pariprashna, very important thing. Поэтому парипрашна это очень важная вещь. And seva, seva means we should do something. We should serve the spiritual master. И также сева означает, что мы должны что-то делать, мы должны служить духовному учителю. Because spiritual master is full of desires Потому что духовный учитель полон желаний to serve the Lord.
служении Господу. So a disciple automatically, out of gratitude for what he's received from his guru, wants to serve the mission of his spiritual master. И ученик естественным образом из желания как это по-русски? Благодарный. Да, и из благодарности к духовному учителю, естественным образом, ученик, он хочет что-то сделать для духовного учителя. It's like if you walk into the grocery store and you fill up your basket with this, can you just walk out the door? Can you walk up the door without paying? You go to the grocery store, market, and you put this in your basket and this and this and this, and you just walk out the door. They'll arrest you. То есть, если вы зашли в магазин, в супермаркет и наложили кучу товара в корзину, то можете ли вы просто, не заплатив, выйти из магазина? You've taken benefit from it, you have to pay for it, you have to give something back. То есть, чтобы получить какое-то благо, вы должны заплатить за это. So we receive inestimable benefit from Guru. And how do we pay back? We give some service. То есть, мы получаем благо у духовного учителя, и естественно, что мы что-то отдаем ему взамен. So Srila Prabhupada writes in the purport that by the interaction of these things, by Paripat, Pariprasna, and Seva, then the person who is asking what is God becomes himself Tattva-darshi. И еще Прабхупада отмечает в комментарии этот момент, что посредством этих трех вещей, пранипата, парипрашны и севы, тот, кто вопрошает, тот, кто служит, он сам в итоге становится Tattva-дарши. So who is a guru? Так кто такой гуру? It's any guy who just grows some big dreadlocks, big tuvak, big mala. То есть тот, у кого огромная тивака, борода, огромная химала такая. Do yoga, put your ankle behind your head. Put your foot behind your head. Ну, то есть кто ногу закидывает за голову. Chant Om. Это так мантры. What is a guru? Кто такой гуру? Krishna says in Bhagavatam, Acharyama bijanayam navamanita karijit namarti buddhisiyeta sarva-deva mayo guru. It says Acharyaman, that the Acharya is me, I am the Acharya. Кришна произносит это стих Шримад Бхагаватам, он говорит, что я это Ачарья, Ачарья это я. Does that mean God is, Guru is God? Что это означает? Гуру это Бог? We say every morning, Sakshat Dhari Tvena Samasta Shastra Muktastata Bhavyata Eva Sadbi. Kintu, one word changes everything. Каждое утро мы произносим этот стих из Гурваштаки, и там есть слово кинту, оно меняет все. Is Sakshat Dhari, directly the Supreme Lord, but Kintu means but. But he's the Supreme Personality of Servitor God. Because he's Priya Eva Tasya. He's very, very dear to God. То есть он Сакшат Хари, он не отличен, Гуру не отличен от Хари, но кинту означает но. Но он представитель служения Господу, он не отличен от Господа, потому что он очень дорог ему, потому что он представляет Господа. He said Priya Eva Tasya, Ati Balavasya, Preshtaya, Preshta. Krishna Preshta is very, very dear to the Lord. То есть that's about Guru. Yes. То есть одна из характеристик Гуру это Прешта, то, что он очень дорог Господу. Ati Balavasya means extremely dear to the Lord. Ативалабхаси это означает, что он невероятно дорог Господу. Krishna Preshtaya Bhutale. Krishna Preshta means beloved of the Lord. То есть Кришна Прештха означает возлюбленный Господом. So this is the qualification of Guru. Такова квалификация Гуру. He has intimate relationship with God. Иметь очень близкие отношения с Господом. Bhagavatam also says, Tasmat Gurum Prabhatita Jagdasu Shaya Uttamam Shadde Paricha Nishnatam Brahmanya Kushamashrayam. In the Bhagavatam it explains that the Devatas are also suffering. В Бхагаватам говорится, что деваты также страдают. And the heavenly planets
Their enjoyment is inconceivable compared to what we enjoy in this material world. Thousands and times more. На райских планетах наслаждение в 1000 раз больше, чем у нас, да просто несравнимо по сравнению с нашим счастьем. То, что они испытывают. But still they suffer. Но все равно они страдают. Because they know they can't stay, that demigods also have to die. Потому что полубоги также должны умереть в положенный срок. Even Indra is worried that the demons will come and take over heaven. Даже Индра находится в беспокойстве в отношении того, что демоны могут прийти и захватить его царство. And that happened once in Bhagavatam also. И Бхагаватам описывается, как это You произошло. know how it happened? Вы знаете, как это What is произошло? the story? Who knows the story? Как это произошло? Кто-то помнит? How then Indra lost Indraloka. He He offended his guru. Он оскорбил своего гуру. He lost everything. If you lose Guru Nishtha, you lose everything. То есть, если вы теряете гуру Ништу, то вы теряете все. So even the devatas are worried. So this verse comes. Tasmat, what is the solution? Therefore, Tasmat is therefore. Tasmat Guru Prapaddeta, you surrender to my representative. И вот поэтому появляется этот стих «Тасмат гурум пропадита». «Тасмат» означает «поэтому», следовательно, нужно предаться гуру. And this is Shreya Uttamam. Two things are there, Shreyas and Prayas. И дальше говорится, и Шреям Уттамам есть две вещи, Шреяс и Преяс. Prayas means immediate benefit. How will I immediately be happy? Преяс означает немедленное благо, счастье, которое мы получаем. Like kids, they just want to play. Допустим, дети, они просто хотят играть. Then one day you say to them, okay, now it's time for school. School? What's that? То есть они играют, потом в какой-то момент вы говорите, ну все, настало время для школы. Школа, что это такое? They just want to play. But this is prayas. It's immediately beneficial, but not long-term beneficial. То есть они хотят играть, но это называется преяс, то, что благо, которое мы получаем здесь и сейчас. So what is your long-term benefit? Shreyas, Shreyas Uttamam, topmost Shreyas, to accept Guru. И также есть Шреяс. Шреяс — это долгосрочное благо, которое мы через какое-то время получаем. Что же является Шреяс Уттамом, высшим подобным благом? Это благо мы получаем, принимая духовного учителя. Qualities of Guru mentioned. Shabde Pare Nishnatam. Shabde Pare means that he's heard. He's heard from Vedas. И дальше перечисляются качества духовного учителя. Первое — это Шабде Паре, означает то, что он слушал из вед, слушал вед. He's not a self-made man. He's saying, this is Sri Bhagavan Uvacha. This is Lord's words, his point of view, his teaching. This is the teaching of the sages. I'm not manufacturing anything. То есть гуру ничего не говорит от себя, он ссылается на священное писание, он говорит, что вот Шри Бхагаван Увача — это слова Господа, я ничего себе не добавляю. And Nishnatam is not a sense enjoyer. He's self-controlled. И Нишнатам означает, что он не наслаждает свои чувства. Brahmanya Upashamashram, he's taking shelter of the spiritual world. И последнее качество, он принимает прибежище в духовном мире. So this is the qualification of one of our spiritual masters. Таковы качества истинного духовного учителя. The dress does not make the man. То есть по одежде не нужно судить человека. But we see this over and over again, especially in this country. Но в особенности в этой стране, в Индии, мы видим это снова и снова происходит. They appear to be very spiritual, but in due course of time, we find out he's a womanizer, he's a drug addict, he's a cheater, he's a money monger. Many different things come to light in course of time. То есть много разных личностей появляется под видом так называемых гуру, но с течением времени оказывается, что они имеют отношения с женщинами, они принимают наркотики, они замешаны в том, в этом. So one last thing I want to make point about. И еще об одной вещи я хочу сказать. Because it's controversial. Controversial. Потому что это такой спорный вопрос. And we should not shy away from controversy. И мы не должны избегать противоречивых моментов. Because our response to controversy is Shastra. Потому
что мы должны отвечать на подобные вопросы спорные на основе шастры. Sadhu and Guru, Shastra Sadhu Guru. Саду шастру. So there's a class of person says, all these ISKCON acharyas, they're just neophyte devotees. They say ISKCON acharyas, ISKCON gurus, all neophyte devotees, beginners. То есть есть класс людей, которые говорят, что все гуру ИСККОН это неофиты. That the real guru, he's sitting in Radhakund doing 1 lakh of nam, doing Ashtakali Leela Smaranam. Но настоящие гуру, они сидят на Радхакунде и они повторяют большое количество святых имен и медитируют на Аштакали Лилу Господа Кришны. This is bogus idea. Это мошенничество. It's good for them, if they can do it. Если кто-то может это делать, то это хорошо. But what about the rest of the world? Но что об остальной части мира? Bhagavatam says, Naivod Vijay Paradarakta Avaitaranya Stadvirya Gayana Mahamrita Magna Chaita So Chaita Dodimaka Chaita Sayindiyartha Maya Sukhaya Baramudva Hatoru Vimudha. Prahlad Maharaj said. My life is very good. My life is very good. I'm going back to Godhead. I have no worries. Прохлад Махарадж говорит, что у меня все замечательно, я вот получше отправлюсь. But I have one great worry. One thing bothers me considerably. Но одна вещь меня очень сильно беспокоит. Sochaitato, socha means anxiety, worry, disturbance. То есть сочета означает, что очень сильно меня это жжет, это беспокойство. Indriyartha maya sukhayam baramudvahato vimudha. You see these vimudhas, foolish materialistic persons, carrying heavy burden of material life and getting nothing in return. То есть меня очень беспокоит, когда я наблюдаю всех вот этих вимудх, которые тянут тяжелое бремя материальной жизни, страдают. Меня это очень сильно беспокоит. My heart bleeds for them. Мое сердце истекает кровью, когда я их вижу. Next verse says, Prayena deva munya swavimukta kama maunam charanti vijane naparartha nishta. Naparartha nishta means they have no interest in the welfare of society. They're self-interested, selfish people. А в следующем стихе говорится, что все вот эти йоги, они не заинтересованы никак в благе общества, они сосредоточены лишь на себе. So who is dear to the Lord? А кто дорог Господу? Someone who sacrifices for the welfare of society. А тот, кто жертвует собой ради блага общества. And what is real welfare of society? И в чем заключено настоящее благо общества? Building a hospital? Постройка больниц. Is that the right thing to do? Это то, что нужно делать. We're all going to need one someday. В какой-то момент времени нам всем понадобится. Especially when you become an old man like me. Допустим, когда мы стареем, как я, допустим. It's only a matter of time, Prabhu. Это лишь вопрос времени. So is that hospital the answer? Нужно строить больницу? It can't be. Because even the most well-equipped modern hospital with the most brilliant doctors, they cannot solve the problem of death. Нет, потому что даже самый навороченный, по последним технологиям построенный госпиталь не сможет решить проблему смерти. Medicine cannot stop disease. Лекарства не смогут остановить болезни. Food cannot stop hunger. А еда, она не сможет справиться с голодом. And politics cannot stop war. А политика не сможет избежать войны. So what is it that stops hunger, death, disease, politics, war? What stops all of this? И что остановит все вот эти вещи? Only the distribution of Krishna consciousness. Только распространение сознания Кришны. This one thing can change the world. Вот это одна вещь только изменит весь мир. It's like in our very beginning stages of devotional life, what the devotee learns is so profound it can change the world. In the first 2 months of your exposure to Krishna conscious philosophy. То есть в самом начале знакомства с философией сознания Кришны преданные вот этому моменту обучаются. We learn from Ishupanishad, Ishavasamidam sarvam jakincham jagatam jagad tena taktena bunjita ma vidaha prasisitanam. That everything is controlled and owned by the Lord, it's His property. В самом начале Шри Ишупанишад мы узнаем о том, что все является
имуществом Господа, все принадлежит Ему. Be happy with your quota. Don't desire that which belongs to someone else. И что нужно довольствоваться той долей, которая выделена нам, и не посягать на чужую. So this one simple idea, if it's broadcast around the world, war stops tomorrow. И просто если эту одну мысль распространить по всему миру, то войны остановятся. It stops this mad pursuit of trying to get what doesn't belong to you. То есть эта мысль, она остановит это безумное преследование чужого имущества, того, что нам не принадлежит. It's like we're sitting here comfortably. Допустим, Beautiful Mayapur Association of Devotees. вот мы сидим тут, все очень хорошо, комфортно, Майяпур, замечательное общение. As we sit here, there's 50,000 Indian soldiers on the border facing off to 50,000 Chinese soldiers. А в то время, пока мы тут сидим, 50 тысяч индийских солдат на границе с Китаем смотрят на 50 тысяч китайских солдат. They call it the LOC, the line of control. И это как бы линия контроля называется. This is the line, this side of the line, China, this side of the line, India. То есть вот проведена эта линия, с одной стороны Китай, с другой Индия. It's the same dirt. Земля та же самая. But they say this is Chinese dirt, this is in. Is it the dirt was there before you were born? It will be there after you die. Why are you fighting? То есть, но одна сторона говорит, что вот это наша грязь, это наша земля, другая говорит, что вот эта земля это наша. Но эта земля существовала до того, как мы родились, и будет сейчас после того, как мы умрем, поэтому. So if society understood the simple thing that we learned in the first weeks and months of our exposure to the Vedas, can change the world. Поэтому, если человечество ознакомится с этой мыслью, которую человек, присоединившийся к сознанию Кришны, буквально в первом месяце узнает, то эта проблема будет решена. So who are the real revolutionaries? Так кто же настоящий революционер? Mao, Che Guevara, Че Гувера, Мао, devotees, are the преданные. greatest revolutionaries. Tadvad visargo janataga viplavaha. This Vedic literature is meant to create revolution in the lives of a misdirected, confused society. Преданные революционеры, вот в этом стихе говорится, употребляется слово «виплавага», оно означает, что с помощью этой литературы, ведического знания, Шримад Бхагаватам, можно совершить революцию в жизни безумного материального мира. So who is dear to the Lord? Someone who sacrifices their life, who gives their youth, their wealth, their duration of life, their bodily energy, their everything, sacrifice their life to spread Krishna consciousness. And they're neophyte devotees. What don't you understand? Поэтому кто же на самом деле дорог Господу? Может быть, все-таки те, кто отдают свою юность, свое богатство, продолжительность своей жизни, да и, собственно, всю свою жизнь на распространение сознания Кришны, то есть как можно их назвать неофитами? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur went to Vrindavan one time. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур однажды отправился во Вриндаван. So someone asked him, you saw so many saintly people, so many advanced Siddha Purush Mahatmas. И кто-то его спросил, тут так много великих возвышенных личностей, Сидха Пуруш, Махатм. He said, no, I only saw Kanishta Adhikaris, beginners. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ответил, что да нет, я никого такого тут не вижу, одни Каништы. Because reading esoteric books, Krishna Karnamrita, Govinda Lilamrita, Geet Govinda, Radha Rasa Shuddha Nidhi, reading esoteric books about the romantic life of Lord Krishna. Just reading the book doesn't make you Rasika devotee. Потому что просто чтение эзотерических книг Гита Говинды, Кришна Карнамриты и других, в которых описываются романтические отношения, любовные Кришны, они не помогут нам очиститься и действительно находиться на этом уровне. For example, if I want to become a doctor, can I just read a book on physiology and anatomy? I read the book, now I can start cutting, То есть, если я do operation. если я хочу стать доктором, то могу ли я начать делать операции, просто прочитав учебник по физиологии, по анатомии? No, my patient will die. Пациент умрет. There's more to becoming a doctor than just reading the book. То
есть, чтобы стать врачом, нужно сделать нечто большее, чем просто прочитать книгу. So there's a class of devotees, they read these books and they're all Radhe Radhe, Manjari Bhav, Sakhi Bhav, Jai Shri Radhe, Radhe Radhe Sham, blah 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 blah. Ну, то есть вот есть класс преданных, которые читают эти книги и потом все вот эти высказывания, постоянно вот эти мантры повторяют. But they have no feeling for the suffering masses of people. They're concerned, Swavarta Nishta. Their only Nishta is for their own benefit, for their own salvation. Им нету никакого дела до страдающих людей вокруг, они сосредоточены только на своем собственном интересе, сваништа. So if you were so unfortunate to hear something like this, you should understand this perspective. If you were So unfortunate to hear someone criticize ISKCON acharyas, if you're so unfortunate to hear that, you should understand this perspective. То есть, если вы настолько неудачливы, что столкнулись с подобной критикой ачарьев ISKCON, то должны вот с этой стороны, то, что я сейчас озвучил, рассмотреть этот вопрос. Who is dear to the Lord? Кто дорог Господу на самом деле? He is presenting the message of Krishna. He sacrifices his life for the welfare and spiritual benefit, for the emancipation, salvation of other living beings. He is dear. She is dear to the Lord. То есть тот дорог Господу, кто жертвует своей жизнью, всем тем, что у него есть, на благо страдающих живых существ вокруг. Вот Матаджи дорога. So we're trying to say something today about this beautiful verse. Tadvidhi pranipatina parikrishna sevaya upidikshanti te jnanam jnaninas tattva darshini. We want to be tattva darshini, knower and seer of the truths. Поэтому в соответствии с сегодняшним стихом мы должны стать татвадаршей, тем, кто видит и знает истину. Because bhakti is so powerful. In this lifetime, we can see Krishna eye to eye and face to face. Потому что бхакти настолько могущественна, что уже в этой жизни мы можем увидеть Кришну лицом к лицу. He says in 11th chapter of Bhagavad Gita, Bhaktya tanannaya shakya aham vidam vidorjana gyatum drashtum cha tattvena pravishtum cha paratapa. By unalloyed devotion, you can know me, gyatum, you can see me, drashtum, pravishtum cha paratapa. You can enter into the mysteries of my understanding. You can go back to Godhead. В 11 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что посредством беспримесного преданного служения ты сможешь увидеть меня, ты сможешь войти в мое царство. So we're immensely fortunate. Actually, we cannot understand our own good fortune. Мы невероятно удачливы, но на самом деле мы не можем даже понять, насколько мы удачливы. For example, anyone here been to Japan? Допустим, кто-то из вас был в Японии. No, me neither. But we know something about Japan. Ну что-то о Японии мы знаем, да? We know it's an island. We know something of their culture. We know something of their business practices. We know something about Japan. Каким-то знанием о Японии мы обладаем, что она находится на острове, какая там примерно культура, что-то мы знаем. Having not been there, we can't appreciate the whole experience of Japan. То есть, не побывав там, мы все равно можем какой-то опыт соприкосновения с Японией получить. So we read in Shastra Chintamani Prakara Satmasu Kalpa Vriksha Lakshaviteshu Sarabhi Ravi Pavayanta. We hear something about Goloka. It sounds very nice. I want to go. But what is our experience of our objective? We have no experience of that. То есть мы читаем шастры о духовном мире, и таким образом мы узнаем о нем, но каков наш практический опыт соприкосновения с ним. But that objective is in our grasp in this lifetime. We can return to Goloka. Yadgattvani nivartante tadama parama mama. Go back there and never come back to this world. Но вот эта цель, духовный мир, она достижима в рамках вот этой нашей одной жизни. То есть мы можем туда вернуться, и тогда уже нам не нужно будет никуда рождаться заново, нам больше не нужно. And that is the power of this verse we read in Bhagavad Gita. That's the power. This is the power of this verse from Bhagavad Gita. Таково могущество этого стиха из Бхагавад-гиты, который мы сегодня прочли. That we become Tattvadarshi and we go back to God and never come back here. Мы становимся татвадарши, возвращаемся к Богу и больше сюда уже не возвращаемся. Any comments, questions, discussion? Какие-то вопросы, комментарии? Prabhuji,
Я скажу по-английски, потом сам себе переведу по-русски, будет легче. Prabhu, you touched the topic on, you mentioned that we should discuss controversial topics. That is, we have Guru Sadhu Shastra, and we shouldn't hide. Can you please, just your personal thought, explain why nowadays in this current society, controversial topics been hidden, been sidetracked somewhat, and the followers, the devotees, being kind of kept fools. Sorry, I understand what you're saying completely. Yeah. Just what's your perspective on the society? I'll just translate myself. Я спросил вопрос, что Прабху, он касался такой темы, что мы обсуждаем спорные моменты согласно Гуру Саду Шастры, у нас есть доказательства Гуру Саду Шастра, и мой вопрос заключался в том, что как сейчас мы должны воспринимать, видеть, что современное наше общество ИСККОН, оно избегает спорных тем, и как Прабху видит, что должно быть сделано, как мы должны на это реагировать? Prabhuji brought up a very, very important question, intelligent question. Прабху поднял очень важный и разумный вопрос, очень важный вопрос. Actually, the answer is a whole class. I'll try to summarize. И чтобы ответить, нужно дать еще один лекцию целую, постараюсь как-то. We should understand what is our prayojana. Prayojana means our highest goal of life. Мы должны понять, какова наша прайоджана, высшая цель жизни. And we can understand that by analyzing the sadhana that Srila Prabhupada gave us. И понять это мы можем, проанализировав садхану, которую нам дал Шрила Прабхупада. Every morning we sing Nikunja Yuno Ratikili Siddhaya Yalivya Yuktira Pakshanaya. Каждое утро. Yuktasya Bhaktam Shanayunjit Hopi Pande Gurushi. That's not the right answer. Nikunja Yuno Ratikili Siddhaya Yalivya Yuktira Pakshanaya. Tatrati Dakshagati Valavasya Pande Gurushi. So what does it mean? That Nikunja Yuno Ratikili Siddhaya. What does that mean? Ratikili Siddhaya. Ratikili. What does it mean? То есть, что означают эти слова из этого стиха, который мы поем каждое утро в Урваштике, Никунджа Юна, Ратикели Ситхи и Ратикели, что это означает? Alibi, what does it mean? Tatrati Dakshati Valavasya. Yuktira Pakshaniya. What is Yuktira Pakshaniya? Alibi. Что такое Татрати Дакшат, Ати Валабхаси, что это? See, we sing these songs, we stand in the Mangalarti. We don't know what we're singing. We don't bring our mind to the meaning of what we're singing. We don't bring our mind to the meaning of what we're singing. То есть мы стоим на внутренней программе и мы поем все эти стихи Самсарада, Ванава, Видалока, но при этом наш ум, он не занят, то есть мы не сосредоточены на том, какой смысл этих слов. So Ratikeli means the loving romantic relationships between Krishna and the gopis. Ратикели означает любовные отношения между Кришной и Гопи. Siddhai, the perfection of that. Сидхай это означает доведение до совершенства этих отношений. Yalibi means the gopis, the sakis, the manjaris. Янялибхи это Гопи, Манджари. What are they doing? Yuktira Pakshaniya, they're making tasteful arrangements for the satisfaction of Radha Krishna and the Nikunjas, Nikunja Yuno, Ratikeli Siddhai. They're making tasteful arrangements to serve Radha Krishna and the Nikunjas. Что они делают? Они организовывают кунджи таким образом, чтобы Рада и Кришна, они могли там проводить свои игры. And Tatati Daksha Ativa Lavasya, because he's expert Daksha, because the expert Guru is expert in doing this, is Ativa Lavasya, very, very dear to Radha Krishna. И Татрати Дакша, Тати Валабхаси, поскольку он Ати Дакша, он очень искусен в том, что делают манджари, поэтому он Ати Валабхаси, он очень дорог Кришне. Srila Prabhupada asked us to sing this song every single morning. Asked us to sing this song every single morning. Шрила Прабхупада просил нас петь эту молитву каждое утро. So is this what you're thinking when you sing this song? Where is your mind when you sing this song?
Когда вы поете молитву, то вы думаете об этом, где находится ваш ум. This is a top class Ragatmika song, Raga Nuga song. То есть это песня как бы на уровне рагануги высочайшего класса. Shri Radhika Madhavayor Apara Madhurya Lila Guna Rupanam Pratikshana. What's Pratiksha mean? Что означает пратикшана в Madhurya Lila, you understand? Мадхурья Лила, вы понимаете. Pratiksha means he's tasting and he's relishing that at every moment. He's meditating, he's absorbed in Madhurya Lila. Guna Rupanam, the name, form, pastimes, quality, Madhurya Lila of Radha Krishna. Пратикшана означает, что духовный учитель на каждом шагу, каждом мгновении наслаждается гуной, рупой, ливой, намой, радхи, мадхавой. Do we remember this? Somebody sing the song. Когда мы поем это, мы помним об этом? Radha Krishna Seva Pavo Eyabilashi. What does that mean? А что означает вот эти строчки? Рада Кришна Сева Папава и Абилаши. What is Abhilash? My Abhilash is what? What do I want in life? Radha Krishna Seva. Service of Radha Krishna. Это означает, что моим желанием является служение Абилаши, то есть желание, моим желанием является служение Сева, возможность служения Рады Кришны. Same thing. This nonsense class of people, they say, oh, ISKCON devotees, they're just sadhakas. They're beginners doing Vaidhi Bhakti. They can only go to Vaikuntha and worship Lakshmi Narayana. То есть все вот эти люди, которые критикуют ИСККОН, отдельная их часть, говорят, что в ИСККОН только садхаки, они максимум на Вайкунтху вернутся, во что-то выше им вообще не видать. Stupid man. When was the last time you attended morning program in ISKCON? Они глупцы, им стоит посетить утреннюю программу в ИСККОН. Are we singing Lakshmi Narayan Seva Pavo Eyabilash? Мы что, повторяем Лакшми Нараян, Сева Папа и Абилаши? Eneve dhanadara sakhiranu gata karo seva adhikaro diye karo nija dasi. This is the most ragatmika raganuga song, and we sing it every morning. Brahman asks us to sing this every morning. But do we understand the implication? Ну, то есть дальше там строчки есть также в этой молитве, прощенной в Туласи Махарани. То есть они очень возвышенные, правда, что не переводил их. То есть это молитва на уровне раги. И понимаем ли мы вообще значение, смысл этой молитвы, когда мы What does it mean, Sakhir Anugatya? Сакхир Нагати, что это такое? Following in the footsteps of Sakhir Anugatya. Follower of the Sakhis. Who are the followers of the Sakhis? Manjaris. Seva Adhikaro Diya, give me the qualification to serve Radha Krishna and Koronija Dasi. Make me your dasi. We're praying, make me your dasi. Every morning we're singing this song. То есть мы в этой молитве просим, чтобы нас сделали служанками сакхи, это означает, мы хотим получить положение манджари. Мы просим обрести, чтобы нам даровали квалификацию этого служения, чтобы мы могли служить в рощах Вриндавана, Рады и Кришны. So it's not actually hidden. It's hidden because we're not appreciating what we've been given. То есть вот этот момент возвышенности всего того, что дал Шрила Прабхупада, он не спрятан на самом деле, но просто мы, возможно, не способны еще и принять. The practice Srila Prabhupada gave us is called Ajata Ruchi Raganuga Sadhana. То, что дал нам Шрила Прабхупада, называется Аджата Ручи Рагануга Садхана. This is a term of Srila Jiva Goswami. Это термин, который ввел Шрила Джива Госвами. Ajata Ruchi means that our Ruchi, our love of God is not yet born. Аджата Ручи означает, что наш вкус по отношению к Богу еще не рожден. But we're following the process that will bring that will awaken that love of God. Но мы следуем процессу, который пробудит эту любовь к Богу. It's kind of like, I don't know if they have in Russia, but in America, when a child is learning to ride a bicycle, they put wheels on the sides, training wheels. So it's, this Ajati Ruchi is like that. We can't ride the bike yet, but we're riding the bike. То есть вот есть такая практика в обучении ребенка езде на велосипеду, когда четырехколесный велосипед сооружают, сзади еще два дополнительных колеса
выкручивает. И ребенок вроде как едет, но не падает. И также мы вроде как практикуем, очень, ну как бы внешне уже все возвышено, но как бы мы еще дети. But it's understood that you don't keep those wheels on there forever. The day comes you don't need them anymore, you take them off. Но есть понимание, что эти колеса дополнительные, они вечно не будут стоять на велосипеде, в определенный момент их нужно будет снять. So what is Raganuga Bhakti? И вот с этого момента начинается Рагануга Бхакти. Raganuga Bhakti means when we have spontaneous feeling for Krishna. Рагануга Бхакти означает спонтанное влечение к Кришне. Where, just like, for example, when you're young, your mother may say to you, eat your spinach. Допустим, мама может сказать ребенку, ешь шпинат. And you're saying, I really don't like spinach, but I know it's good for me, and she wants me to do it, so I'll eat the spinach. Ну вот мама нам это сказала, и мы думаем, ну, в общем, не люблю шпинат, но полезно это, надо съесть. This is sadhana. Our mind isn't spontaneously attracted to rise early. We jump out of the bed, Mangalarti Jai, Japa Ki Jai, rules and regulations Ki Jai. We do it because we know it's good for us, and it's required to make progress. То есть мы встаем рано утром, Мангаларти Киджай, Джапа Киджай, Садана Киджай. Ну, то есть, ну, как правило, в самом начале это не так. То есть мы делаем это, потому что понимаем, что нас это очистит, нам это нужно. So as a child, it's okay, I'll eat the spinach. Так же, как ребенок соглашается, ну хорошо, съем шпинат. But as he grows up, he develops taste for spinach. Like, give me more spinach. I want spinach pakora, spinach raita, spinach sabji. Where can I find spinach? Raw spinach salad. Give me more spinach. I want spinach. Nothing but spinach. Give me more. Но по мере взросления у ребенка появляется желание, очень сильный вкус к шпинату, и он говорит, что пирожки мне сделайте с шпинатом, сырой шпинат, салат с шпинатом, такое блюдо с шпинатом, это, хочу шпинат. So can you jump to that stage? You can't. Можете ли вы сразу же перепрыгнуть на этот уровень? Нет. It's not like deciding there's a mango tree. I'll just take that mango. It looks delicious. I'll pick that and eat. You can't just. It's not like picking up. You have to be blessed to have that by guru. То есть это не подобно тому, что вот хочу манго, вот висит манго, возьму его, съем и все. То есть нужно получить милость гуру, получить его благословение. Just like in football, not American football, these big fat guys smashing into each other. Football, soccer with guys. So there's 11 guys in the team. Right? So there's 11 guys in the field, there's 11 guys on the bench. Как, допустим, в футболе 11 человек на поле и 11 запасных. The guy on the bench just can't jump onto the field and start kicking the ball. На скамейке запасных оттуда не могут футболисты просто вдруг забежать на поле и начать играть. He has to be called onto the field. Их должны позвать на поле. So sitting on the bench is a process of sadhana. Playing on the field is a process of raghava. То есть, You're actually playing. То есть сидение на скамейке запасных это процесс садханы, а игра на поле это уже процесс рагануги. But to sit on the bench, you have to be qualified. You have to attend all the practices. You have to hone your skills. You have to be qualified to be on the field. Но для того, чтобы даже находиться на скамейке запасных, вы должны быть квалифицированы, у вас должны быть необходимые для этого качества, и тогда в определенный момент времени вас попросят выйти на поле. But you have to be called onto the field. Но вас должны позвать на поле. And this is mercy. We're simply beggars for mercy from Guru and sadhus. From Guru and sadhu. То есть это милость, мы получаем ее от гуру и саду. This is why Bhaktivinoda Thakur prayed, Krishna say Tomar, Krishna dite par, Tomar ashakati ache. Amito Ganga, Krishna Krishna bole dai tava pache pache. He said, Krishna is yours. Krishna is the property of his pure devotee. He controls Krishna. Поэтому Бхактивинода Тхакур в одной из своих песен поет, что обращаясь к Вайшнав Тхакуру, из Вайшнава Тхакура. No, yes, and that's one.
То есть он обращается к Вайшнава Тхакуру, говоря, что Кришна он твой, Кришна это твоя собственность, и ты можешь дать Кришну соответственно. Bhagavatam says, Aham Bhakta Paradino, na svatantra ivan dvijam. Na svatantra means, I have no independence, I'm under the control of my devotee. Также Кришна говорит в Бхагаватам, что я нахожусь во власти своих преданных, я не независим. So Krishna is yours, and Krishna dete par, because he is yours, you can give him to me. И Бхактивинода Тхакур говорит, что Кришна принадлежит тебе, и поскольку он твой, то ты его можешь дать другим. То есть он обращается к Вайшнаву Тхакуру. We're beggars for this mercy. You just can't decide to have it. Поэтому мы просим о милости, мы молим о милости, мы не можем просто так ее взять сами. So back to the original point, we should familiarize ourselves with these esoteric scriptures at an appropriate time in our spiritual advancement. Поэтому, возвращаясь к вопросу, который мы обсуждаем, с вот этими эзотерическими писаниями мы должны знакомиться в определенное время, когда мы квалифицированы. But they're not for beginners. Они не для начинающих. First, just like when we see the deity or read Bhagavatam, we start with first canto. You don't jump 10th canto. Understand who is Krishna first. То есть, когда мы начинаем читать Бхагаватам, то мы начинаем с первой песни, мы не прыгаем сразу к 10-й. Like a friend of mine, very dear friend of mine in Punjabi Bhakti school. He was speaking to his father, and his father was challenging him. He said, "You mean to tell me that a 7-year-old boy lifted a mountain on his little finger?" Один мой друг из Пенджаба, он разговаривал со своим отцом, и тот с возмущением сказал, что ты хочешь, чтобы я поверил в то, что 7-летний мальчик поднял на мизинце своей левой руки целый холм? What would you say? Что бы вы ответили? Better we understand who is that little boy. То есть нужно вначале понять, кто этот маленький мальчик. So when someone criticizes, oh, this Krishna is so lusty. He's dancing with other people's wives in the dead of night with the Gopika's. In Ras Purnima, he's dancing other people's wives. How is this possible? То есть также есть люди, которые критикуют Кришну за то, что он полон вожделения, он танцует с чужими женами целую ночь. If one is ill-educated, if he's not educated, he will think, yeah, maybe this isn't correct. Ooh, Krishna's making aparad. И кто-то, кто не обладает полным знанием, может подумать, что да, может быть, это действительно так, Кришна, он аппаратку совершает. Advanced devotee understands the situation. Продвинутый преданный все поймет. When Krishna, how many gopis does Krishna do rasa with? Как много гопи участвует в танце расы? A dozen? 100? 1,000? How many does he do rasa? Сотня, тысяча, как есть идеи. Shatakopi gopi, 1 billion gopis. This is the enjoying capacity of God. Миллиард гопи, таковы способности Господа. And every gopi thinks he's just with me. И каждая гопи думает, что о, Кришна только со мной. So we should approach these esoteric scriptures that I mentioned. Understand first and very, very well situated in tattva before you jump to lila. То есть мы должны быть очень осторожны в обращении к подобного рода писаниям. Вначале мы должны быть очень утверждены крепко в татве, прежде чем прыгать к лиле. Tattva means understand very clearly who is Krishna, who is God. This is tattva. Татва означает очень ясно понять, кто такой Кришна, кто такой Бог. And lila means Lord's pastimes. А лила это уже деяние Господа. So unless one is fixed in tattva, he'll misunderstand lila. До тех пор, пока человек не познал татву, он ничего не поймет в лиле. So in the early days of ISKCON, 68, 69, something like that, the editors of the Back to Godhead magazine approached Srila Prabhupada. В ранние годы ИСККОН, 68-69, редакторы журнала «Назад к Богу» обратились к Шриле Прабхупаде. They said, Srila Prabhupada, what about the gopis? How do we explain the gopis to the public in our magazine?
И они спросили Шилпрападу, что насчет гопи, как мы должны их представить в нашем журнале. Prabhupada said, don't boycott the gopis. Шилпрапада ответил, не нужно бойкотировать гопи. Can we just hide that? Lord's romantic life? Should we hide? I said, can we hide that? Lord's romantic life? То есть можем ли мы спрятать вот эти любовные отношения Господа? It needs to be presented and understood. Нужно их представить так, чтобы они были правильно поняты. So this is most esoteric thing, but are we not distributing this same knowledge in hundreds of thousands of volumes in 30 or 40 different foreign languages? Krishna book. То есть мы это знание ведь распространяем на 30, в сотнях тысячах экземплярах, на 30-40 языков уже переведено. Это Кришна бук. Everything is there. Gopi Geet, Venu Geet, Ras Leela, everything's there in Krishna book. В Кришна бук содержится все эти любовные писания, и Гопи Гита, и Вену Гита, танец расу. But Srila Prabhupada very carefully weaves tattva and leela, so there can be no misunderstanding of the personality of Godhead Lord Krishna. Но Шрила Прабхупада очень осторожно накладывает татву на ливу, то есть они переплетены так, чтобы человек не мог превратно понять ливу. So in our own spiritual life, we should not boycott the gopis. We should understand these literatures because they're given to us for our understanding. Поэтому в своей духовной жизни мы не должны бойкотировать гопи, но мы должны подойти должным образом к этой теме. Srinivasacharya said, Nana Shastra Vicharanayaka Nipuno Saddhama Sanstapaka. They gave this shastra to establish the principles of Dharma. Шринивасачарья, обращаясь в своей молитве к Шистрам Госвами, говорит, что они изучили все возможные писания для того, чтобы установить высшую дхарму. So the second principle is that we should study these books under guidance also. Поэтому второй принцип заключается в том, что мы должны изучать вот эти возвышенные книги, описывающие возвышенные отношения Кришны, любовные, под руководством. Now you can go to the bookstore and get all these books. Krishna Karnamrita, Gita Govinda, all these books are available. Вот можно просто сейчас пойти в магазин и купить все эти книги Кришна Карнамрита, Гита Говита. But what will you understand? Но что мы поймем там? First stage, we should begin at the beginning. То есть мы должны начать сначала. What is the beginning? Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakamshati Samasarveshu Bhuteshu Mat Bhaktim Lavate Param. Be self-realized. Understand you're different from your body. Brahma Bhuta, self-realized position. Bhakti begins from that stage. Для начала мы должны подняться на уровень Брахмабхуты, понять, что мы не есть это тело, осознать себя. When you see these guys, they follow 3, 2.5 or 3 regulative principles. They chant japa sometimes, they don't have a guru. They're big kirtaniyas, they wear long hair, they got a ponytail, and a big tilak and big But Radhi? No. То есть можно взглянуть на этих личностей, они следуют 2,5 или 3 регулирующим принципам, они что-то там повторяют, как-то джапу, у них огромные там хималы, борода, такая яркая тилаха, они там воспевают рады. Lord Brahma said, Shastavarsha Sahasrani Mayataptam Tapak Jora Nanda Gopal Bhajastinam Adarenum Lambite. Said, I did austerity and meditation for 60,000 years to understand the dust of the lotus feet of the gopis and Nanda Maharaj Yashodamai. And I still cannot understand. Brahma says, I cannot understand. Брахма говорит, что я в течение 60 тысяч лет совершал аскезы для того, чтобы понять пыль с лотосных стоп гопи и Нанды Махараджа, но абсолютно не преуспел в этом. Bhagavatam says, Jnanam Paramaguyam me yad vijnana samanditam sarahasantadangam cha vihara gaditam maya. That this is most esoteric knowledge, Paramaguyam, most transcendental. Difficult thing to understand. В Бхагаватам приводится стих, где говорится, что это знание. Thank you for a wonderful question. Thank you for your answer. Sorry, I have to go. I understand. Family duties. No problem. Is your son? Yeah. Know where he is, know what he's doing, know who he's with.
24 hours a day, 7 days a year, 365 days a year. I appreciate it. Thank you. He is the future of our movement. Special kids came through. Thank you. I appreciate it. Hare Krishna. То есть вот это знание Парамадухьям, Бхагавад-гите говорится, что оно самое, оно очень тайное, оно очень скрытое. Харе Кришна. Hey, death can come just like this. Isn't it? Everything's fine, then boom, lights out. Да, то есть все было хорошо, и потом бах, и света нет. You think, oh, my life is really good, I've got money in the bank, I'm healthy, people drink pranam to me, eating good, life is good. Boom. То есть все хорошо было, сидишь, люди выражают тебе почтение, поел, чувствуешь себя прекрасно, бац, нет света. Is it true? It's true. Так ли это? There's an urgency to become Krishna conscious. То есть стать сознающим Кришны — это неотложная обязанность. Other questions, comments, corrections? Какие-то еще есть вопросы, комментарии? Dhanada Prabhu. I think this man has springs in his legs. When I see him dance, I'm amazed. Я всегда вдохновлен тем, как он танцует на коридоре. Я на русском. Окей. Вот эту проблему, которую Прабhu затронул, это похоже как внешняя Какая проблема. именно проблема? Ну, вот эта проблема, что сторонние какие-то люди будут говорить, что все Махараджа Исхон — это неофиты. Это похоже больше на внешнюю проблему. И насколько я понял, насколько я уловил, Прабhu спрашивал, как мы должны относиться к внутренним проблемам в нашем обществе. Например, то, что положение Шрупрапады для многих не является авторитетом, то есть в вопросах культуры, например. То есть как мы должны к этим противоречиям относиться. So, he's saying that you mostly, in your answer to Prabhu's question, we just leave in the mixture you spoke about some external enemies of ISKCON, but looks like Prabhu was asking more about some internal controversies. Like there are some groups of devotees inside ISKCON who is not accepting Srila Prabhupada's teachings fully, especially in some cultural topics. So the question is how to deal with such controversies, which is going on inside ISKCON. This is a very important thing for you devotees to understand because you're the next generation. Этот вопрос очень важно понять, он очень важен для вас, как для следующего поколения ISKCON. As I'm sitting here, you will also sit and speaking to younger devotees. You will also sit here one day and speak to younger devotees. Так же, как я сейчас сижу и говорю для вас, также через какое-то время вы будете сидеть на моем месте и будете для преданных моложе вас также говорить. You're the future leaders of your country. Вы являетесь будущими лидерами в своих странах. Lord Chaitanya is training you up here in Maya. Lord Chaitanya is Training you up. Training you. То есть Господь Чайтанья обучает вас в Майяпуре. So this is what it means, Guru Parampara. То есть вот так вот был Парампара. Am I right? Я прав? We're all gone. I lost so many godbrothers this year. Already. То есть мы все уходим уже. В этом году я уже очень много духовных братьев I will потерял. also go. И я также оставлю тело. Who will lead this club? Кто будет управлять ISKCON? It's all of you. Все вы. So there's an important example in this regard. Есть очень важный пример в этой связи. To Prabhuji's question. В связи с вопросом Прабху. If I want to make 20 pieces of wood exactly the same size, what do I do? Если мне нужно сделать 20 кусочков из дерева одинаковых по размеру, то как мне нужно подойти к решению этого вопроса? Can I cut the first one, and then take the first one and measure the second measure the third measure the fourth measure? Will that work? Могу ли я вот вначале отпилить один кусок, потом им смерить следующий кусок, следующим куском смерить третий кусок, третьим куском смерить четвертый? То есть сработает ли такой подход? If I do that, the first piece and the 20th piece will be different sizes, guaranteed.
То есть, если я так сделаю, то первый кусок и 20-й, они будут отличаться. We measure everything against the first piece, and they'll all be the same size. Нужно мерить все последующие кусочки по первому куску. So we measure everything against Srila. This is his society. If you don't like what he said, start your own society. То есть мы во всех вопросах меряем по Шриле Прабхупаде. Если кому-то это не нравится, то им лучше основать свое собственное общество. Many things that Srila Prabhupada said should be understood very carefully. Много раз Шрила Прабхупада говорил, что к пониманию различных вопросов нужно подходить с холодной головой, очень внимательно. And intelligently. С разумом. For example, Prabhupada said women are less intelligent. К примеру, Шрила Прабхупада сказал, что женщины менее разумны. Does that mean these ladies are less intelligent? Означает ли, что матажи, присутствующие тут, они менее разумны? He also said devotee ladies most intelligent. Также он сказал, что матаджи преданные, они самые разумные. So shall we take a general analysis of the female population of the world and apply it to ladies in our society? No. Так должны ли мы вот это заключение о женщинах в целом применять на женщин в нашем обществе? As a class, women are less intelligent Как класс, женщины менее разумны. because they're easily polluted by demoniac men. Потому что их очень демоны очень легко их портят. Who simply want to enjoy their body. Которые, ну, то есть демоны просто хотят наслаждаться их телами, и они очень легко их портят, оскверняют. They flatter the girl. Они Oh, you're so pretty. You're so sweet. You're so intelligent. So beautiful. Они осыпают девушку комплиментами, говорят, что вот такая красивая, такая прекрасная. And the girl says to the man, "But do you love me? Do you really love me?" И девушка говорит, ты правда меня любишь? He says, "I love you with all my heart. Он говорит, конечно, люблю. I'd die for you. Готов умереть за тебя. Can we sleep together now?" Давай переспим. This is what's going on in the material world. This is what it means. Это то, что происходит в материальном мире. What does sex have to do with love? Love is a completely different field of endeavor. Sex has nothing to do with love. And they say, "I love you." Can we sleep together now? То есть секс не имеет ничего общего с любовью, но при этом это то, между чем ставится знак равно в материальном мире. То есть молодой человек говорит, я люблю тебя, давай переспим. So, as a class, women are less intelligent. And there's a reason for that also. То есть как класс женщины менее разумные, и тому есть причина. Let us define intelligence. Let us define intelligence. Make a definition of what is intelligence. Давайте определим, что же такое интеллект, что же такое разум. Prabhupada defines intelligence as the ability to distinguish between matter and spirit. Шрила Прабхупада дает такое определение. Разум – это способность видеть, где материя, а где дух. So generally speaking, men's brains work different than women's brains. Men are, they say, men are from Mars, women are from Venus. То есть в целом можно сказать, что мышление мужское и женское, оно отличается. Мужчины не с Марса, а женщины с Венеры. But women are supposed to be attached. There's some role they play in society. Но женщины, они играют такую роль в обществе, что они должны быть привязаны. It's not that you have a baby and say, "Okay, you're not my baby, you're a spirit soul, I'm a spirit soul, I have nothing to do with you. Take care of yourself, kid." То есть не так, что вот у женщины родился ребенок, и она говорит, в общем, я духовная душа, ты духовная душа, в общем, ты как-то позаботься о себе, я пошла. Without mother's love, children grow up crooked. Mother's love, father can't replace mother's love. То есть мать, она любит своего ребенка, и отец, он не в состоянии заменить все то, что она дает своему ребенку. So without mother's love, children grow up crooked. И без материнской любви ребенок вырастет неполноценным. You see our kids.
They're like this, you know. Namaste, Narasindaya. They have a little japamala, you know. То есть можно посмотреть на детей преданных, они вот со сложенными ладонями поют намасте Нарасимхая, у них маленькие джапамалы. They're playing with the hands can barely reach the end of the drum, but they're playing like a pro, you know. They're not ordinary children. То есть они едва ли достают до краев мриданги, но они там как-то умудряются все равно играть, это необычные дети. We see these non-devotee kids that grow up, they don't even know their mother is, they don't know their father is. Hey, dude, what's going on, man? Want to buy some drugs? No. Let's see. I don't know how to explain this. Yeah, I get the point, but first you start with your sentence with Nanda kids or something. You know, hey, dude. Before that. Okay. They grow up all crooked. Because Without parents, without mother's love, without father's direction, without parents. То есть, но можно увидеть очень сильное различие вот этих детей преданных с детьми, которые выросли без материнской заботы. Они встречают друг друга: эй, чувак, здорово, как у тебя дела, может пойдем бухнем, там. So there's a group of devotees that call it progressive Vaishnavism. Есть преданные, которые называют свое течение прогрессивным вайшнавизмом. So progressive is the definition of make something successful. Прогрессивный по определению означает это успешно очень. Like a dead body is also progressing, right? То есть, как мертвое тело, оно тоже, можно сказать, прогрессирует. It's becoming progressively more disgusting, more smelly, more deteriorated. Get it out of here. It's also progressive. То есть оно прогрессирует, разлагаясь, становясь более омерзительным, источая более неприятный запах. То есть оно тоже прогрессирует. So Vaishnavism, the way in which Vaishnavism is presented should be very, very carefully done under the instructions of Acharya. То есть то, каким образом мы представляем вайшнавизм, должно, то есть мы очень должны быть внимательны в этом вопросе, очень осторожно к нему подходить и руководствоваться наставлениями ачарьев. But what happens is that we swing one way, extreme right. If you're not wearing dhoti and tilak and sari and neck beads, you're in Maya, Prabhu. If you're not. If you're not. То есть тут есть крайности. Одна это говорит, что вот если вы не носите дхоти, сари, курту, канхималу, то вы в мае. And if you're not living in the temple, you're looped. You might as well just forget your spiritual life. А если вы в храме не живете, то с вами кончено, вы уже падший. This is extreme right. Это вот одна крайность. Extreme left. Oh, I'm a vegetarian and I don't gamble. Другая крайность, я вегетарианец и не вовлекаюсь в азартные игры. But there has to be some gray area that accommodates both points of view. Но должна быть какая-то такая общая зона, в которой ну, как бы соприкасаются эти две крайности. Like, does Krishna eat pizza? Does Krishna eat pizza? Кришна ест пиццу? Does he? Are you sure? In Goloka, does Krishna eat pizza? How about pasta? Пасту? How about Russian salad? Russian salad? Does he make the special salad? Винегрет, оливье, он ест. Is Krishna eating this in Goloka? На Галоке он едит. Why are we eating it? Because we like it. Почему мы это едим? Потому что нам это нравится. So Krishna said, Yat karoshi adashasi yastahosita makurashamanarpanam, you offer to me. There's a system. Кришна говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие бы следствия совершал, делай это как подношение мне. Where we can accommodate any type of person. We can accommodate many different types То of есть мы person. можем принять любого. Do you have? Will it wearing a dhoti make you go back to God? Ношение хоти приведет вас обратно домой к Богу. Is it a sin to wear a pair of pants? Сын. A sin? A sin. Is it sinful? То есть греховно ли не носить? Or to wear a dress?
Или наоборот, носить обычную одежду? No. Prabhupada said, you can wear it like a gentleman or lady, you can dress in Western style dress. Шрила Прабхупада в одном месте сказал, что вы можете одеваться как джентльмены на западный манер. But on one side, devotees are saying, this dhoti kurta sari, it's outmoded, it turns people off, we'll never spread Krishna consciousness if we dress this way. Но вот есть группа людей, преданных, которые говорят, что если мы будем одеваться в тхоти, в сари, в курты, то людям это не нравится, мы не сможем таким образом проповедовать. But there's a class of devotee that loves to dress. I don't know a pair of pants. I don't know how to dress shirt. There's a class of devotee that loves to dress in traditional Indian way. Но также есть преданные, которым нравится одеваться в тхоти, в курту. I don't own a pair of dress pants and dress shirt. У Прабху нету штанов, нету ботинок. And there's a class of person, devotee, who doesn't like to wear Indian clothes. Также есть преданные, которым не нравится носить индийскую одежду. No problem. Why be fanatic? Хорошо, зачем быть фанатичным? Shall we reject dhotis? Or shall we call wearing Western clothes mine? We can accommodate both, but devotees are too fanatical sometimes. То есть должны ли мы исключить тех, кто только за тхоти и сари, или тех, кто только за кармическую западную одежду? Нет, мы должны принять и тех, и других. So Srila Prabhupada told us, don't change anything. Шрила Прабхупада говорил нам, что нельзя ничего менять. Srila Prabhupada changed many things. Но Шрила Прабхупада изменил многие вещи. It was unheard of to have ladies on the altar or cooking in the kitchen. Раньше это было неслыханным, чтобы женщины готовили на кухне или поклонялись на алтаре. Living in the ashram, unheard of. Жили в ашрамах, раньше об этом не было слышно. You check any one of these Gaudiya maths, there's no such thing as Brahmacharini ashram. То есть можно пройтись по Гаудия Матхам и узнать, что не было такого, как Брахмачарини ашрам. But Srila Prabhupada very intelligently could understand in the Western culture there's not such strict division between men and women, and so many women are coming to take shelter. How can I refuse them? Но Шрила Прабхупада очень разумно подошел к этому вопросу, поняв, что на Западе очень много женщин, которые не защищены, и они приходили к нему за прибежищем, поэтому он это прибежище им дал. So as Acharya of the society, he got his disciples married. He established ashrams to accommodate every class of person. Поэтому как ачарья он установил ашрамы и он дал прибежище всем тем, кто приходил к нему. We should be very careful to think that we can act as the Acharya acts and change anything whimsically. И мы не должны думать, что можем действовать как ачарья и можем самовольно что-то менять. We have a saying in the West, if it's not broken, don't try to fix it. То есть есть такое высказывание, что если что-то не сломано, то не нужно пытаться это изменить. So Srila Prabhupada crafted this very carefully and intelligently crafted this society ISKCON that can be transplanted in any place in the world. If you go to China, they're getting up for Mangalarti, they're doing Tulsi Puja, they're having Bhagavatam class, they're taking prasad. Same schedule. South America, Australia, Russia, same program everywhere. Еще Прабхупада создал это общество таким образом, что его представительство можно открыть в любом месте, в любой точке земного шара, и люди там будут практиковать сознание Кришны. То есть мы можем видеть, что в Китае, в Австралии, в любом месте та же самая внутренняя программа. Преданные просыпаются, у них Мангаларати, у них Тулси Пуджа, Джапа. Does that mean that a person who is not locked into that lifestyle cannot make advancement in spiritual life? Но означает ли это то, что тот, кто не придерживается этого образа жизни, не сможет прогрессировать духовно? That's just a foolish prejudice idea to think that they can't make advancement outside of morning program. Ну, то есть глупо считать, что кто-то, не следуя утренней программе, сможет прогрессировать. They should have a morning program. Утренняя программа должна быть у всех. They should follow principles, associate with devotees. Все должны следовать принципам и общаться с преданными. But the dress does not make the man or not make the woman.
Но not make the man, not make doesn't make you devotee. Putting on devotee doesn't make you devotee. Но доти это не то, что делает человека преданным. Was there a specific example Prabhuji is thinking in his mind? То есть о чем-то конкретном вы думаете, когда вы задаете вопрос, какой-то у вас пример есть конкретный? То есть какого-то спорного вопроса? В целом, что преданные не руководствуются Шилапрападой как главным авторитетом повсеместно. No, just common question that some devotees they are not follow Srila. They're not happy with the way of Srila Prabhupada's presentation of Krishna Bhakti sometimes, because he's uncompromising. Some devotees are not happy with Srila Prabhupada's presentation. Некоторым преданным не нравится то, как Шрила Прабхупада представлял сознание Кришны, то, что он был бескомпромиссным. If you have the folio and you do a word search for hogs, dogs, camels, and asses, for fools and rascals, this is how Prabhupada preached. Thousands of times he used these words. То есть, Mudha. если в Ведапейс поискать по словам свиньи, ослы, верблюды, негодяи, глупцы, мы найдем то, что Шрила Прабхупада 1000 раз использовал все эти слова постоянно. They said the same thing to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. То же самое говорили Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакур. They said if you would just mellow out and make a softer presentation, a more accommodating presentation, a more peaceful presentation of Krishna consciousness, so many more people would come. Ему говорили, что если вы немного смягчитесь и более приятную презентацию сознания Кришны сделаете, то намного больше людей присоединятся. He said, I cannot. Он ответил, я не могу. And we pray, Rupanuga Viruddhapa Siddhanta Dontaharini. He declared totalitarian war against any principle that contradicted the teaching of Srila Rupa Goswami. И в его пранама-мантре говорится, что он объявил войну всем тем, кто противоречил принципам, установленным Шрилой Рупой Госвами. So Srila Prabhupada followed in the footsteps of his Guru. Поэтому Шрила Прабхупада продолжал следовать по стопам своего гуру. So what should we do? We should follow in Prabhupada's footsteps, but intelligently. И что мы должны делать? Следовать по стопам Шрилы Прабхупады, но сразу. For example, let's say you're lecturing at the Vegetarian Society of West Bengal. К примеру, вы даете лекцию в вегетарианском сообществе Западной Бенгалии. And they're all vegans. Они все веганы. Shall you start heavily shouting at them and criticizing them for not eating dairy products? Нужно ли начать свою лекцию с обвинения их в том, что они не едят молочную продукцию? I mean, Prabhupada says some heavy things. I mean, he's completely smashed this whole idea of veganism. То есть у Шрилы Прабхупады есть очень тяжелые высказывания на эту тему. He said, without milk, you're not getting sufficient brain substance. Он говорил, что без молока у вас мозгов нет. He called it miracle food. Он называл волшебной пищей молоко. So shall we go there and let's start shouting at them? Должны ли мы начать свое обращение к ним с руганием на эту тему? No, then contrary result will come. Нет, потому что противоположный результат получим. For example, my friend Namoga Leela Prabhu. He's a very powerful preacher. Допустим, Famous preacher on the internet. Amoga Leela. допустим, He has like 1 million followers on Facebook or something. у меня есть друг, его зовут... WhatsApp, no, WhatsApp. WhatsApp? Yeah, he's like has 1 million followers or something. То есть у меня есть друг, его зовут Амога Лива Прабу, он очень известный проповедник, у него в соцсетях миллионы последователей. So he spoke the truth, the naked truth about this rascal Ramakrishna and Vivekananda. И он прямо сказал о Вивекананде и Рамакришне. Ramakrishna was a chain smoker. He became completely impotent because of his unbridled sexual activities with low-class women in Calcutta. Then he got married and he was impotent. So then he said, oh, my wife is like my mother. He said, oh, it's such a great sadhu. He sees his wife as mother.
Be a husband to her. То есть он сказал, что вот Рама Кришна, он был импотентом и поэтому не мог выступать в роли мужа по отношению к своей жене, поэтому он выдумал такую идею, что он будет обращаться к ней как к матери, и люди прославляют его как великого саду, но на самом деле он обращался к ней как к матери, потому что он не мог действовать как муж. And fish eater also. Он также ел мясо. А почему он был импотентом? Потому что до этого у него очень было много половой жизни незаконной. So his disciple Vivekananda is worse. А его ученик Вивекананда был еще хуже. Also womanizer. А также был охотником за Would eat женщинами. anything. Would eat anything. Ел все подряд. His favorite dish was coriander lamb. Coriander. The spice is masala. Lamb meat. Dead cow. Dead lamb. Lamb. Sheep. Ага. Ну, его любимым блюдом был ягненок в соусе из кориандра. В общем, ужас. No, in Mayavad, Ram Krishna means he's the same as Rama and Krishna. И также они проповедовали Майяваду, они говорили, что Рама Кришна то же самое, что Рама и Кришна. These are historical facts. Это исторические факты. So is it a good idea in West Bengal, where Calcutta and the whole state is littered with these statues of Ram Krishna and Vivekananda, and people are doing like this to Ram Krishna and Vivekananda? To speak the truth, to speak the naked truth. И вот хорошая ли идея заявлять вот эту всю правду, голую правду в Западной Бенгалии, где повсюду стоят изваяния Вивекананды и Рамкришны, и люди им поклоняются. So Amoghaliva did exactly that. И вот Амогалива Прабху он это сделал. And they want to hang the guy. They want to hang him. И они хотели повесить его. And the ISKCON Calcutta had to write a letter of apology for the great saint Ramakrishna. We had to lick the boots of the Mayavadis. It's a very sad situation. И Калькутскому храму пришлось выпустить письмо о том, что Рамкришна и Вивекананда, они великие святые. So, Prabhupada said the ability to preach is not like picking a fruit from a tree. Шрила сказал, что способность проповедовать это не просто способность хватить плод какой-то с дерева. I'll take that, I'll become a preacher. То есть это не что-то такое же простое, как просто взять сорвать яблоко с дерева. You have to intelligently know what to say and what not to say. Нужно использовать разум и понимать, что нужно говорить и что говорить не нужно. So we should have faith and fidelity to these statements of Srila Prabhupada in Shastra, because Prabhupada's presenting Shastra. И мы должны иметь веру и верность вот этим утверждениям Шрилы Прабхупады, потому что все они основаны на словах Шастры. I'll give you another example. Еще один пример нам приведу. One of my godbrothers, he is a sannyasi, ISKCON sannyasi, and guru in ISKCON. Один из моих духовных братьев, саньяси и гуру в ISKCON. So he's saying we should not preach no illicit sex. He's saying no, we should not preach no illicit sex. He said we should not preach this. Он сказал, что мы не должны проповедовать, что никакого незаконного секса. He said we should preach no casual sex. Casual. Casual means like you meet someone in the bar and you go home and you sleep together. And the next morning, what's your name? Okay, have a good day, see you later. Casual relationship. То есть он сказал, что uncommitted relationship. То есть мы должны проповедовать, что у нас не должно быть свободных сексуальных отношений, когда, допустим, мы идем в бар, кого-то там встречаем, и потом с утра просыпаемся с этим человеком, и потом на следующий день уже его не видим. Okay, that's true. No casual sex. Да, это действительно так, не должно быть таких вот. But the implication is that a married couple can enjoy themselves as much as they want. That's not what Prabhupada said. Да, ну то есть это действительно так, что свободных сексуальных отношений должно быть, но также стандарт заключается в том, что, ну точнее, эта идея, она приводит к тому, что люди внутри брака начинают неограниченно наслаждаться сексуальной жизнью. Prabhupada said, no illicit sex.
сказал, нет никакого незаконного секса. Now, if someone can't follow, we don't reject you. We respect you. Please, we love you. You're a devotee. But don't change the rules. Если кто-то не может следовать, никаких проблем, мы вас любим, мы уважаем вас как преданных, но не нужно менять стандарты под себя. Because the rules are from Shastra. Потому что правила основаны на шастре. In 11th Canto Bhagavatam, 2 places in 7th Canto Bhagavatam, it's exactly written as Srila Prabhupada taught it. В 7-й песне Бхагаватам, также в 11-й песне Бхагаватам есть несколько мест, которые подтверждают вот это утверждение Шрилы Прабхупады. So sex is for babies. Секс предназначен для рождения детей. But if a devotee deviates from that, do we reject him? Но если преданные не отклоняются от этого стандарта, должны ли мы отвергнуть этих преданных? Is he a demon? Should he be overwhelmed with guilt? То есть является ли такой преданный демоном, должен ли он преисполниться скорбью, чувство вины? No, you should get up and take up the process of Krishna consciousness and be better. That's all. Нет, он должен просто принять полностью процесс сознания Кришны и очиститься от этой сферы. Once a lady came to Srila Prabhupada, female disciple, and said, "My husband is visiting prostitutes." Однажды одна ученица пришла к Шриле. It was a disciple? Yes. It's a women disciple. Both disciples, husband and wife. То есть My husband seeing prostitutes. То есть однажды ученица Шрилы Прабхупады пришла к нему и сказала, что мой муж ходит к проституткам. So what did Prabhupada say? Что ответил Шрила He Прабхупада? said, "You could not supply." Шрила Прабхупада сказал, потому что ты его не обеспечиваешь необходимым. Because seeing a prostitute and seeing your wife, the same physiological reaction in your body. One is gross sinful activity, one is small offense. То есть на физиологическом уровне и там происходит все то же самое, но в случае с проституткой это тяжелое греховное действие, в случае с женой это оскорбление, большое оскорбление. Krishna calls them paripantano, stumbling blocks. Sorry? Stumbling blocks. То есть If you're это... walking and you trip and you stumble. То есть это такое препятствие, которое сбивает нас с ног на пути в преданном служении. But seeing prostitutes, or outside of marriage, or with a child, or with a member of the same sex, these things will drag you away from Krishna consciousness all the way away. Но половые отношения с проституткой, with the child. With the child, this is also happened. The black history is. То есть или с ребенком, то есть там педофилия или что-то подобное, все это очень тяжелый грех. These are gross deviations. Очень тяжелое отклонение. So we should understand intelligently and not change Prabhupada's instruction, but understand what that means in a practical way in devotee's life. То есть мы не должны ничего менять, но с разумом подойти к анализу наставлений Шрилы Прабхупады и понять, что на практике они означают, как они должны выглядеть на практике в жизни преданных. Bhagavatam says, no illicit sex, sex is for babies. This is our standard. Don't change the standard, because you're changing Shastra. Шримад Бхагаватам говорит, что секс предназначен для зачатия детей. Это заключение Шримад Бхагаватам, и поэтому мы должны придерживаться такого стандарта, ну и не должны его менять, потому что иначе, получается, мы меняем слова шастры. So that's one example. Вот один из примеров. Because there's a devotee that's preaching, it's not what he's teaching. Another devotee from this progressive Vaishnava group, they're giving some seminars. There's one devotee, he's presenting like this. That this would be good for ISKCON, there'll be fewer divorces, that they'll be happy with each other. That's not how you become happy in a relationship with a woman. If they will be free in their sexual relationship. With 3 regulative principles. То есть вот один из представителей группы этого прогрессивного вайшнавизма проповедует так, что если у нас будет всего лишь 3 регулирующих принципа, то у нас будет меньше разводов, и семейные люди, они будут счастливее. So intelligent way to approach it is maintain the standard. If you can't follow, okay, most devotees at some time in their married life are not able to follow.
Okay, fine. Be better. Be better devotee. То есть подход такой, что если кто-то не может следовать этому, то никаких проблем, просто усиливайте свою духовную жизнь и будьте лучшими преданными, тогда вы сможете следовать. So these are two of the big controversies: women's place in society, and what is the relationship between men and women in married life. То есть вот есть два таких спорных момента. Первое – это положение женщин в обществе, и второе – это отношения между мужем и женой. And progressive Vaishnavism says men and women are equal. И прогрессивный вайшнавизм говорит, что мужчины и женщины равны. Are they equal? Действительно ли это так? How are they equal? Как они равны? Bhagavad Gita, 9th chapter. How are men and women equal? Mam iparta vipashritya yekishu papa yonaya striyo vashistata shujosti piyanti paramgati. Anyone goes back to Godhead who takes shelter of Krishna. What more you want in life? Live your life as it was given to you, as you created. Live your life and go back to Godhead. What more you want? В 9-й песне Бхагавад-гиты Кришна говорит, что любое, даже низкого рождения, женщины, шудры, может вернуться к нему, если предаются ему, поэтому вот в этом мужчины и женщины, они равны, и чего больше еще нужно хотеть. So men and women are different. This is, I mean, if you don't understand that, you don't understand anything. Но мужчины и женщины, они отличаются, если мы этого не понимаем, то мы ничего не понимаем. And most men need a woman in their life, and most women need a man in their life. No problem. Come together, be Krishna conscious, make progress. Such a simple thing. И большинству мужчин нужны женщины, и большинству нужна женщина, и большинству женщин нужен мужчина. Поэтому никаких проблем, просто нужно начать семейную жизнь в сознании Кришны и вместе практиковать, то есть все очень просто. So this is an entire class also. То есть это еще одна отдельная лекция. Going through all the different picky little controversies. То есть анализировать, обсуждать вот подобного рода противоречия, спорные какие-то. In English we call this not seeing the forest because of the trees. На английском есть такое высказывание: не видеть леса из-за деревьев. You understand? Понятно? You can look at this little thing, this little thing, this thing. What is the big picture? We want to go back to Godhead. Well, then the whole things, all those problems go away. I want to, in this lifetime, Tyaktva Punar Janma, 90, Mamiti Krishna, Mamiti, come back to me. No more Punar Janma, no more repeated birth and death. This is the big picture. Keep this in your mind. All these other things are just a distraction. Ну, то есть эта фраза «не видеть леса из деревьев» означает, что мы сосредотачиваемся на каких-то деталях и не видим в итоге картину в целом. А картина в целом заключается в том, что мы должны вернуться обратно домой к Богу, Тьяктва Дехам Пунар Джанма. То есть мы должны после оставления этого тела больше уже не родиться, а очутиться в духовном мире. Is that helpful, Prabhuji? Prabhupada is our short answer. Prabhupada is our, what do they call? Foundational, but they use a special word. Preeminent Siksha Guru. Preeminent Siksha Guru. То есть есть такое утверждение, что Шрила Прабхупада, он является самым высшим, самым главным шикша-гуру. So we follow Prabhupada. If you don't like it, start your own way. God bless you. Поэтому мы следуем Шриле Прабхупаде. Если вам что-то не нравится, то начинайте свое движение, и пусть Господь вас благословит. Есть вопрос по комментарию относительно стиха. Там говорится, что каждый должен прийти к приятку духовного учителя. Что это означает? Это понимать позиция. Вопрос еще больше. Prabhu, I have a question regarding one statement in the commentary to this verse for 54 Bhagavad Gita, which you discussed today. Any questions? In the commentary, Srila Prabhupada states that one should go through the test of the Guru. Guru will test disciples of Prabhupada.
What does it mean? Test your sincerity, test your determination. Проверка искренности, проверка решимости. I'll tell you a story in my own life. Поделюсь историей своей жизни. A couple big tests came when I was in brahmachari. Когда я был в Брахмачари, то было несколько таких больших We were проверок. very poor temple, so we didn't have a vehicle. We had to use the public transportation. Наш храм был очень беден, и поэтому для перемещения мы использовали общественный транспорт. So we'd go out on Sankirtan with a box of books. И на Санкиртан мы ходили с коробками книг. So I was walking to my spot, and I was walking by a public theater. И по пути к своему месту распространения я проходил публичный театр, общественный театр. Where they used to have these like hippie type music performances. И там была площадь, где в общем, хиппи и подобного рода люди, они какой-то музыкальной деятельностью занимались. So I looked down on the ground, and there's a plastic bag with a large brown lump in it. Lump of something. Large brown lump of something. То есть я посмотрел на землю, и там была сумка с какими-то коричневыми кусками. So I picked it up. I said, that sure looks like hashish. И я подумал, выглядит как гашиш. I opened the bag. Sure smells like hashish. И понюхал It's гашиш like a big piece like that. размером с кулак. I thought, well, I'm not supposed to use this. Maybe I can sell it for Krishna. Я подумал, использовать это не надо, но может продать получится для Кришны. But what if I get arrested? Then ISKCON drug dealer. Ну а если меня арестуют, то тогда новость разнесется о наркоторговце из ИСКОН. So I used to do this thing. I used to use this thing. То есть до этого я употреблял? No, go for it. So there's a grate there and dropped it through the grate in the gutter. Good plan. И я, в общем, в итоге решил, мне это не надо, бросил обратно в землю. The other time I was preaching to one lady. Однажды я проповедовал одной девушке. Recently, Недавно, a couple of years ago. несколько лет назад. She was having a very hard time with her husband. У нее был тяжелый период со своим мужем. Marriage was we say, on the rocks, almost breaking. То есть почти уже развалились отношения. So I was talking to her. Я общался с ней. And she said to me, I just need a friend. И она сказала, понимаете, мне нужен друг. I said, Mataji, I can't be your friend. Я ответил, Матаджи, я не могу дружить с вами. So she stopped talking. И она прекратила общение со мной. Because, I'll be your friend. Okay, well, just give me a little hug. Then what will happen? То есть, потому что она хотела, чтобы мы дружили, просто обнимемся, поддержи меня, что дальше произойдет. But there is happy ending to it, because last time I was there, she came with her husband. They're reunited, happy together. Но последний раз, когда я ее видел, она была со своим мужем, они объединились и были счастливы вместе. I tried to do counseling with both of them. It was a disaster. They ended up yelling at each other. They ended up yelling at each other. It was a disaster trying to get both of them together in counseling. But you said that they come and they was happy united. Yeah, afterwards, 2 years later. Last time I went to this temple. And before they was yelling. Big time. То есть до этого там. He's very passionate man. То есть там очень такие страстные люди, они до этого кричали на друга, постоянно ссорились. So they're happy together. So Krishna always tests you. Know this for sure. Krishna will test you. То есть нужно точно знать с уверенностью, что Кришна будет вас через проверки проводить. And if you fail the test, he'll test you again. И если вы провалите, то экзамен, то потом будет пересдача. Like in college, they give some tests, right? Как, допустим, в университете вы проходите какой-то экзамен. You can't go to the next class until you pass the test. Как бы в следующий класс вы не сможете перейти в университет. Первое. So maybe big test, maybe little test. A test will курс, да. То есть вы не можете перейти на следующий курс, не сдав экзамены предыдущего курса. You
don't have to ask for it. То есть просить не нужно в этих проверках, они сами придут. But always choose Krishna. Но всегда нужно выбирать Кришну. Always choose Krishna and you'll be happy. Всегда выбирайте Кришну, и тогда вы будете счастливы. Okay? Thank you for a nice question. Спасибо вам за вопрос. Об этом я спасибо. Ну, в смысле, это я имею в виду. Что-то еще? Are we good? Все. Ogya? Vancha Gopatibhishta Kripa Sindhuni Srila Prabhupada ki Jai. Prabhuji, thank you very much for your expert translation.